Привет, друзья! Я нахожусь у дома номер 17 на улице Московской. Строилось оно в середине 70-х годов прошлого века как институт повышения квалификации работников народного хозяйства. А с 91 года само себе повысило квалификацию и стало Академией управления. И сегодня я приглашаю вас на прогулку по улице, которая появилась примерно 150 лет назад и называлась сначала Новозахарьевской, в честь первого гражданского губернатора Минска, затем Новой Московской, а с 1880 года стала просто Московской. Именно в направлении российского города уходили поезда с вокзала, расположенного поблизости. Отсюда и название улицы. Кстати, за зданием Академии управления еще 100 лет назад располагалось настоящее болото. Позже был стадион, а затем свалка металлолома. Но об этом в других видео. В зданиях 15 и 15А располагаются высшие учебные заведения. Жилой дом номер 13. Красивое здание в классическом стиле построено в 50-х годах прошлого века, а на первом этаже, сколько себя помню, находится стоматологическая поликлиника. А впереди самое старое здание на этой улице. Дом номер 11. Когда-то двухэтажный, он был надстроен и перестроен до неузнаваемости, и поэтому охранного статуса не получил. Заглянем во двор. И все же дом номер 11 имеет свою особенную историю. Когда в ноябре 1910 года умер Лев Николаевич Толстой, видные представители минской интеллигенции решили основать в его память городскую библиотеку. Жена Толстого приезжала в Минск на открытие и подарила новой библиотеке несколько десятков томов знаменитого писателя. Так вот, есть версия, что библиотека тогда располагалась именно в стенах дома номер 11 по улице Московская. Что известно наверняка, так это то, что сегодня в этом здании находится прокуратура Минского района. Но и библиотека имени Толстого тоже существует. Она работает через дорогу в доме номер 18. Мы ее еще увидим сегодня. Вот такой он. Двор самого старого дома на улице Московской. Возвращаемся на улицу. Отсюда хорошо видна современная постройка на противоположной стороне. Это дом номер 14. В нем находится банк ВТБ. А я иду вдоль дома номер 9. Это здание было построено в середине 50-х для работников завода медпрепаратов. Обратите внимание, кирпичные стены отделаны керамической плиткой. На этом здании впервые в Минске опробовалась новая технология облицовки фасада. Позже ее будут использовать при строительстве зданий на улице Ленина в районе ГУМа. Прогуляйтесь там, и вы увидите, как они похожи на этот дом. Заглянем в подземный переход.
Мы по-прежнему у дома номер 9. По форме здание напоминает латинскую букву «В». Если присмотреться, заметно, что левое крыло отличается по цвету от центрального и правого. Объяснение простое. Его достроили позже. Интересная деталь. Во время войны на месте этого дома, а точнее именно левого его крыла, стояли деревянные домики. Так вот, их разбомбили немцы 23 июля 1944 года. Напоминаю, что Минск был освобожден еще 3 июля, то есть даже через 3 недели после освобождения немцы продолжали огрызаться. И в Минске было совсем небезопасно. Дом номер 7А – общественная баня. При входе в баню стоит забавный парильщик. В народе его прозвали «Веселый Вася». Автор работы Владимир Жбанов. Это единственная скульптура на Московской. Здание бани построили еще в 1940 году в стиле конструктивизм. Но из-за многочисленных перестроек исторический облик потерян безвозвратно. А с «Веселым Васей» однажды приключилась грустная история. В феврале 2007 года полюбившаяся всем скульптура неожиданно исчезла. Оказалось, что заказчик, городские бани, не заплатил фирме, отливавшей фигуру, за работу. Литейщики возмутились и забрали свое творение. История стала публичной, и, к счастью, компромисс был найден, и Вася вернулся на прежнее место. Еще раз посмотрим на дом номер 9. Отсюда хорошо видно отличие по цвету, где достраивалось левое крыло. У нас есть возможность рассмотреть здание на противоположной стороне. Это жилой дом номер 12. Он был построен в 1951 году и приобрел известность благодаря шикарному по тем временам продовольственному магазину. Но об этом чуть позже. Продолжаем прогулку вдоль дома номер 7. Этот жилой дом построили всего на 2 года позже, чем дом номер 9, но выглядит он гораздо проще. Началась борьба с излишествами. Кстати, на противоположной стороне сейчас хорошо виден 4-этажный жилой дом номер 10 в стиле конструктивизм. Считается, что он построен в годы оккупации немцами. Но в документах дата постройки 1936 год. В чем подвох, история умалчивает. А это дом номер 5. Выглядит отлично, а построен в 1929 году. В 30-е в нем располагалось общежитие БГУ, а после войны он стал жилым. Здесь получала квартиры университетская профессура. Затем в здании десятилетиями располагалась военная кафедра, а сегодня его занимает Институт бизнеса и менеджмента технологий. Мы дошли до конца нечетной стороны улицы. Здесь
Здесь находится жилой дом номер 1. Длинная десятиэтажка построена в 1965 году. Чтобы перейти на четную сторону улицы, я пройду под 2 путепроводами. Вид на дом номер 1. Это путепровод, соединяющий Московскую с улицей Толстого. А впереди путепровод к площади Независимости. Вдали виднеется Западный мост. Второе название — Виленский. Даже отсюда видно, что у него очень низкие пролеты. С развитием общественного транспорта возникла проблема. Троллейбусы с трудом протискивались под низким Западным мостом. Поэтому в середине прошлого века и построили путепровод между Московской и площадью Ленина, сегодняшней площадью Независимости. Итак, я на четной стороне улицы Московской. Справа Добромысленский переулок. Впереди первый дом на этой стороне, дом номер 8. Он тоже родом из 30-х. Огромный по тем временам жилой дом, более 100 квартир. Его строили для железнодорожников. Сохранился список именитых жильцов этого дома. Среди них писатели, поэты, ректор, дирижер, профессор и даже командир танковой бригады. А вот железнодорожников я как-то не заметил.
Двор дома номер 8 плавно перетекает во двор 10-го дома, того самого, который считается построенным в период оккупации. А это уже территория за домом номер 12 со знаменитым продовольственным магазином. О нем и пойдет сейчас речь. Через арку выхожу как раз к фасаду 12-го дома. Отсюда отличный вид на дома 5 и 7. Продовольственный магазин дома номер 12 был гордостью всего района. По воспоминаниям современников, стены магазина были расписаны изображениями счастливых тружеников. Колхозники с богатым урожаем, рыбаки с сетями, полными осетров, пастухи с отарами овец и молдаванки с огромными гроздьями винограда. К слову, магазин здесь есть и теперь, типовой, как и везде. Но дом номер 12 хранит и печальные воспоминания. Минские старожилы утверждали, что он построен на том месте, где после убийства главы оккупационной администрации Белоруссии Вильгельма Кубе были расстреляны заложники. Пересекаю Молочный переулок и оказываюсь у современного здания банка. Дом номер 14. Подхожу к дому номер 16. Это здание тоже из далеких 30-х. Здание длинное, имеет сложную форму, благодаря которой в центре сформировался уютный дворик. Во время войны этот дом, как и многие другие, был поврежден, но в отличие от большинства построек Минска, уцелел. Именно здесь, после быстрого ремонта, в июле 1944 года открылось первое в освобожденном Минске отделение связи. И до сих пор оно значится под номером 1. Заглянем в старый двор. А вот и дом номер 18. Здание построено в 1958 году.
Именно здесь сейчас работает библиотека имени Толстого. Центральную часть здания занимает учебный корпус Университета культуры и искусств. И ничего удивительного, что рядом с творческим вузом в этом здании нашлось место и для молодежного театра эстрады. А вот это здание, номер 20, наверняка посещали многие мои зрители, кому за 40. Дом быта. В советское время часто ездил именно сюда. Стирать и гладить постельное белье, ремонтировать обувь, фотографироваться на документы. Похоже, мало что изменилось. И, наконец, здание номер 22. Бизнес-центр. Ему всего 10 лет. И, конечно, стоит сказать, что на улице Московской находится вход в метро на станцию Институт культуры. Впереди силуэт дома номер 17, с которого мы начинали нашу прогулку. А это значит, что пора прощаться. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. Не забывайте про лайки и подписку. Спасибо за просмотр. До встречи на канале.